Ulan bir abi kardeşine bunu yapar mı lan? He ya. Kıskançlık nedir bilsen? İnsanın vicdanını kör etmesidir. Açın lan kapıyı, açın! Hadi! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Когда Севди раскрывает правду, все становится не по себе. Мелек запирается в своей комнате и устраивает хаос, а Серхат пытается ее поддержать. Когда Мелек отстраняется, Серхат идет к Йылдыз, видит ее плачущей и говорит, что понимает и сожалеет. Йылдыз расплакался и сказал Серхату, что у него никого нет, кроме тебя. Пока Севди и Юсуф разговаривают, подходит Султан Ханем и ругает Юсуфа, а затем злится, потому что он сказал ей, что Мелек – его дочь. Султан Ханем говорит Севди, что она усложняет ему жизнь из-за своего мужа Мустафы и хочет, чтобы он отстал от нее. Несмотря на увольнение Йылдыз, Севди отказывается идти и разговаривать с Мелек. Когда Далян рассказывает ей о краже исторических артефактов, Ашир и Зиян Ага приходят в ярость, и Далян с Аширом начинают спорить. Когда Далян говорит, что думает, что Серхат тот, кто все это сделал, Ашир отвечает, что давно бы обратился в полицию. Мирьем и Зиян Ага расстроены из-за своих дочерей и не знают, что делать. Когда Йылдыз встречает Мелек на следующее утро, она злит ее, называя сумасшедшей: «Ты же знаешь, откуда ты». Мелек говорит: «Оставь надежды на Серхата. Ты же говорила, что будешь учиться, а я тебе помогу. Что ты думаешь? Я хочу обладать Серхатом. Хочу быть хозяйкой этого особняка». Они еще немного припираются. Мелек выходит и подходит к Севде. Севда спрашивает: «Ты не обнимешь ее с распростертыми объятиями?» Она крепко обнимает ее. Мелек спрашивает: «Ты что, всю ночь прождала здесь?» Севди спрашивает: «Как я могла тебя бросить и уйти?» Затем Мелек спрашивает: «Почему ты скрыла это от меня, когда знала?» Севди отвечает: «Это было нелегко, я всю жизнь тебя искала». Мелек называет ее Севди, и Севди грустно плачет: «Не называй меня Севди». Мелек говорит: «У меня уже есть мать. Мне нужно время, чтобы это переосмыслить. Дай мне время». Севди глубоко расстроена и плачет: «Разве я вообще способна быть матерью? Что мне делать? Я сниму с себя все это. У тебя уже есть мать». Мелек не может сдержаться и обнимает ее, плача, и умоляет: «Пожалуйста, пойми меня». Севди собирает вещи и уходит, ворча: «Я ухожу. Быть матерью все равно нелегко». Акиф заказал исторические артефакты, которые Далян спрятал и продал, и вынашивает тайный план, как положить их себе в карман. Когда Серхат приезжает в особняк и встречает Мелек, Мелек плачет у него на плече. Серхат успокаивает его и обнимает. Йылдыз негодует: «Обними меня, это твое последнее объятие, пока у тебя есть такая возможность». Когда Акиф пишет Ниде сообщение и говорит, что хочет встретиться, Нида говорит: «Не позволяй всему усложняться», но Акиф настаивает. Звонит телефон Ниды и отвечает ее муж Ашир. Звонящий парикмахер. Акиф не отвечает, услышав голос Ашира. Нида слышит зов парикмахера, но не отвечает. Когда Ашир заговаривает об этом с Нидой, его раздражает ее реакция. Когда Мирьем звонит Йылдыз и сообщает, что Зиян Ага вызвал Йылдыз, чтобы поговорить о чем-то и предложить ей прощение, Йылдыз радуется. Акиф выдает себя за Серхата и пытается продать исторические артефакты. Йылдыз приходит поговорить со своим отцом, Зияном Агой. Йылдыз становится свидетелем того, как Зиян Ага вызывает старосту, с которым разговаривал Серхат, угрожает ему ножом и наносит удар в руку, говоря: «Ты нас предал». Увидев его, Зиян Ага выпроваживает Ашира и начинает говорить с Йылдыз наедине. Затем, заявляя, что «ты нас предала», Зиян Ага достает пистолет, приставляет его к ее голове и отдает ей со словами: «Либо я лишу тебя жизни, либо ты застрелишь Серхата». Йылдыз выходит из комнаты с пистолетом в руке и, застыв, покидает особняк, не реагируя на крики матери. Султан Ханем подходит к Мелек и говорит: «Если ты жена Серхата, то я твоя мать». Мелек спрашивает: «Ты украла мою жизнь?»
Она пытается убедить Мелек, что если она заберет тебя, то ее не съедят волки, но Мелек говорит, что не верит ей. Мелек говорит: все, что принадлежит тебе, будет моим, вот увидишь, и уходит. Хачик и Юсуф обсуждают возможность начать все сначала. Серхат отправляет фотографии исторических артефактов своему другу и просит его провести расследование. Юсуф рассказывает Серхату, что узнал, что кто-то продает исторические артефакты от его имени. После того, как Серхат отсылает Юсуфа, велев ему никому ничего не говорить, Елдыз звонит Серхату и зовет его к себе. Елдыз подходит к скале с ружьем и в отчаянии вспоминает слова отца. Она глубоко размышляет о том, что делать, и кричит в пустоту: «Муж мой, чего ты от меня хотел?» Султан Ханем спрашивает Юсуфа, почему он не убил Севди. Он отвечает, что влюблен в Хачик и не убьет ее. «Я сделаю это с тобой», — говорит он. «Отныне ты не должен даже приближаться к Хачик и не произносить ни слова. Если ты не послушаешься, она отправит Хачик в далекую деревню и выдаст ее замуж за другого». Юсуф онемел, не в силах что-либо сказать, и слезы текут по его лицу. Когда Серхат пришел к Елдыз и спросил, что случилось. «Ты в порядке?» Елдыз вытащил пистолет и сказал: «Стой там, не подходи ко мне. Я сегодня был у родителей, мы выдали тебя замуж, но твои корни все еще здесь. Серхат никогда не поднимал на тебя руку, не прошло и дня, и он не мог назвать тебя своей женой. Я ничего не могла сказать». Потом, когда он дал ему этот пистолет и сказал: «Раз у нас нет родственников, ты наш враг», я все еще не могла сказать, что люблю тебя. «Ага, я лучше убью себя, чем тебя», — сказал он. Когда Серхат приставил пистолет к его голове, Серхат сказал: «Ты же знаешь, что твоя смерть не решит проблему, правда?» Елдыз сказал: «По крайней мере, я не буду скучать по тебе. Вот какова жизнь». Серхат ответил: «Смерть не выход». Когда Елдыз сказал: «Не делай этого», Елдыз закричал: «Мне сказали либо умереть, либо быть убитым. Кто я такой, кто я такой? Ты уничтожил меня, объединив силы, и забрал все, что у меня есть». Несмотря на мольбы Серхата, Елдыз нажал на курок. Серхат прибыл в особняк Кардаглы и направил пистолет на Зияна Агу. «Серхат, ты такой великий Ага, разве тебе не подобает вручить дочери пистолет и отправить ее в дом мужа, сказав ей либо умереть, либо убить себя?» Он говорит ей посреди особняка, что она великая Ага. Когда мать спрашивает, жива ли она, Серхат отвечает, что жива. Ашир злится на отца, но Зиян Ага говорит: «Ты не дал Елдыз умереть. Вижу, ты принял Елдыз как свою жену. Ты не будешь проявлять неуважение к моей дочери». Серхат тут же уходит, требуя от Зияна Аги не принуждать его. Когда Ашир говорит отцу: «Это уже слишком», Зиян Ага ругает его. Елдыз вспоминает, как Серхат спас ее в последнюю минуту и, словно потеряв рассудок, крушит все ее имущество в комнате. Юсуф звонит Серхату, чтобы сообщить, что все узнал о контрабандисте, и спрашивает, стоит ли ему идти в жандармерию или самому. Серхат говорит: «Скажи этим людям, что они нас подставляют». Он отвечает: «Передай это моему брату, чтобы он мог подготовиться». Когда Юсуф идет навстречу с Хачик, он думает об угрозах Султан Ханем. Он молча поворачивается, садится в машину и уезжает. Хачик бежит за ним, не сводя с него глаз. Когда Севди приезжает к себе домой, она рада видеть Мелек. Когда Мелек спрашивает Севди, почему она сказала правду перед всеми, и где находится могила моего отца, Севди расстраивается и говорит: «Я даже не называла ее мамой, а мой отец — это мой отец». Она дуется на Мелек, останавливает чай и говорит: «Я не буду пить». Когда Нильгун меняет свой тон, чтобы привлечь внимание Акифа, Елдыз насмехается над ней, а Мелек ее поддерживает. Султан Ханем, видя Нильгун в таком состоянии, ругается и реагирует. Пока Акиф забирал деньги и ходил по магазинам, Серхат и его люди нападают на них, что приводит к драке. Акиф видит информационное сообщение Юсуфа и ищет выход. Чтобы не быть узнанным, он снимает с себя одежду, делает вид, что поймал человека рядом с собой и пытается обмануть Серхата, говоря, что тот убежал в том направлении. Когда Серхат отвечает на все его вопросы: «Я не знаю», Серхат просит его отвести его в пещеру.
Акиф тут же вскакивает и говорит, что отведет его, но затем пытается обмануть людей, ударив их. Затем он отпускает людей и говорит: «Я вас развяжу. Убирайтесь отсюда. Я вас не узнаю. Вы меня не узнаете». Уходя, он приказывает своим людям стрелять в любого, кто попытается сбежать, не моргнув глазом. Ашир избивает другого контрабандиста, чтобы заставить его говорить. Пока Акиф обедал в особняке, к нему подошел Серхат и узнал, что мужчина пытался сбежать, и мужчины застрелили его. Когда Султан Ханем подошла к сыновьям с подносом, Акиф встал и встал. Когда Акиф спросил, куда он идет, Акиф ответил: «Тебе явно нужно что-то сказать Серхату». Когда Султан Ханем спросила, какая связь, Акиф ответил: «Мне 40 лет, а ты ни разу не принес поднос», выдав свою ревность, и ушел. Когда Султан Ханем заметила, что Мелек и Елдыз ссорятся, и настаивала на том, чтобы им как можно скорее выбрать преемника, Серхат сказал: «Я очень устал, ты прав, но завтра я сделаю все необходимое». Он ушел в свою комнату. Султан Ханем говорит Гулизар: «Завтра важный день. Я должна сделать все возможное, чтобы вернуть то, что мне принадлежит, иначе эти девчонки превратят особняк в настоящий бардак». Мелек подходит к Нергис Ханем и Хельми-бею, пытаясь разрядить обстановку, говоря: «Вы всегда были моими родителями», но Нергис Ханем все еще злится на Хельми-бея. Серхат размышляет о разговоре Мелек о наследовании и вспоминает, как он страдал, когда Елдыз пыталась покончить с собой. Ашир узнает, с кем заключил сделку контрабандист исторических артефактов. Серхат называет имя Елдуран. Когда Ашир приходит и рассказывает Зияну Аге, они готовятся напасть на Серхата. Мелек приходит в особняк и видит, как готовят томатную пасту, садится за стол и угощается. Султан Ханем в восторге. Когда Мелек пробует томатную пасту, у нее горит рот. Когда Гулизар зовет Елдыз на помощь, та спрашивает, будет ли Мелек работать. Гулизара отвечает: «Нет, не будет. Ты мне не рассказывала, но Серхат отдал кольцо Мелек». Елдыз приходит в ярость. Она спускается вниз и хватает Мелек за руку со словами: «Это кольцо будет носить я. Я его заслужила». Мелек отдергивает руку, и Елдыз падает в соус. Когда Елдыз встает и бросает банку томатной пасты в Мелек, Серхат кричит, что здесь происходит. «Вы что, дети? Что за позор?» Никто не может ему ничего возразить. Когда Серхат сталкивается с Мелек и Елдызом, требуя объяснений, Мелек говорит: «Даже не смотрите на меня, посмотрите, что вы сделали со мной из-за какого-то нелепого кольца». Серхат говорит: «В этом смысл правления этими землями», а Елдыз добавляет: «Я хочу, чтобы вы это поняли». Прежде чем Серхат успевает сказать, какое нелепое кольцо, Серхат заставляет его замолчать, говоря его матери: «Султан Ханем, ты вытащила его раньше времени, пусть они его оставят себе, чтобы увидели и поняли, что значит быть наследником». Тем временем жандармы совершают налет на особняк, чтобы арестовать Серхата. Когда он сообщает ей, что им сообщили о наличии на складах множества исторических артефактов, Серхат удивляется. Акиф узнает, что Неда Ашир и Зияна Ага совершили налет на особняк, и вдруг видит Ашира и Зияна Агу со своими людьми. Они выходят из машины и предлагают Аширу и Зияну Аге сотрудничество. Они соглашаются посадить Серхата в тюрьму, оставив землю себе, и если они захотят его убить, то могут это сделать. Когда Султан Ханем говорит: «Вы уходите, мы вернемся», жандармы отказываются, заявляя, что им нужно взять Серхата под стражу. Когда на Серхата надевают наручники, Мелек и Елдыз протестуют, но это бесполезно. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.